дорогие друзья! Сегодня третье видео из плейлиста Introduce Yourself Like a Pro. И сегодня мы с вами изучим несколько новых качеств, которыми мы можем описать себя с лучшей стороны. Итак, первое слово – гениальный. Гениальным можно назвать в наше время того человека, который в компании своих друзей иногда придумывает такую классную идею, что друзья говорят ему: блин, чувак, да ты гений! Ты вообще как ты такого додумался? И если ваши друзья хотя бы раз называли вас гением, то вы можете написать про себя, что вы гениальный человек. Но, конечно же, гениальным в прямом смысле можно назвать, к примеру, Стива Джобса или Людвига ван Бетховена, либо Моцарта. Но это на мой взгляд, потому что я очень люблю музыкальных гениев. Ну, еще я люблю пользоваться айфоном, да, поэтому я и упомянула Стива Джобса, потому что я считаю его гением. Так разрекламировать и так классно продавать свой iPhone при жизни, это, ну, я не знаю. Он задал просто икону стиля, то, к чему стремятся другие мобильные компании. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, это полностью ваше право, но давайте перейдем с вами дальше, к следующему слову. Гостеприимный. Каждый русский человек гостеприимный, потому что он всегда рад, что кто-то приходит к нему в дом, он всегда рад пригласить к себе очень много людей, своих друзей, родственников. Он всегда накормит, всегда напоит, спать уложит. В общем, такой человек, который всегда рад появлению гостей в своем доме. Вот если вы всегда рады гостям в своем доме, то вы гостеприимны. И вы не смотрите на часы и не ждете, когда же они уже уйдут. Я пришел на званый ужин, а вы мне ничего не положили, я сижу с пустой тарелкой. Слушай, а может иди отсюда? И вы еще надо мной издеваетесь. Может, пора уже тебя отсюда? Следующее слово – деловой. Деловой человек – это тот, у которого постоянно разрывается телефон от звонков, который постоянно думает о работе, у которого все распланировано, каждая минута. И для того, чтобы встретиться с таким человеком, ему нужно говорить об этом примерно где-то за 2 месяца, а лучше за полгода. Если вы можете охарактеризовать себя так, как я сейчас сказала, то пишите о себе, что вы деловой. Следующее слово – добродушный. Добродушный – это такой человек, вот как я, например. Добродушный человек, он всегда с открытым сердцем, с открытой душой относится к людям вокруг него. Он всегда хочет помочь им, всегда готов выслушать в сложной ситуации, если человеку нужна, например, психологическая помощь, либо если человеку нужна там финансовая помощь, он всегда готов помочь, который не будет считать, сколько вы должны ему там или не должны, он всегда будет говорить: а, да ладно, забей, все нормально, не переживай вообще. Такой человек всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. Вот это вот добродушный человек. И еще одно слово на сегодня – дружелюбный. Дружелюбный – это тот человек, который просто любит своих друзей и который также очень любит заводить новых друзей. Для этого человека друзья – это не пустой звук, это не просто слово. То есть если у него есть друзья, то он действительно о них заботится, действительно хочет общаться с ними. То есть не держит их просто для того, чтобы когда-то там воспользоваться ими или что-то там в каких-то своих интересах использовать их. Он дорожит своими друзьями, никогда не предаст их. Итак, друзья, почитав комментарии под предыдущими видео, я заметила то, что многие из вас неправильно используют слова, фразы, которые я вам давала. То есть вы очень часто путаете мужской род и женский род. Поэтому еще раз обращу ваше внимание на окончание в этих словах. Посмотрите несколько раз видео, прежде чем писать о себе. Зачастую все окончания, но они одинаковые. Вот просто нужно это запомнить. Да, возможно, сложно с первого раза понять это, где женский род, где мужской, потому что в некоторых языках вообще нету ни мужского, ни женского рода. Да, бывает непонятно, что к чему относится и как эти окончания вообще различаются. Но я вас очень прошу, repetition is the mother of skills. Вам нужно обязательно повторять, повторять, повторять.
Потому что без повторения ничего не получится. Я говорю вам это из видео в видео. Поэтому, пожалуйста, под этим видео не спешите. Послушайте еще раз, как я говорю. Вспомните окончания мужского и женского рода. Вспомните те фразы, которые я вам даю. Поэтому давайте с вами повторим сейчас те слова, которые я вам сказала, как они будут выглядеть в мужском и в женском роде. Гениальный. Я гениальная, а он гениальный. Гостеприимный. Я гостеприимная, а он гостеприимный. Деловой. Я деловая, а он деловой. Добродушный. Я добродушная, а он добродушный. И дружелюбный. Я дружелюбная, а он дружелюбный. Друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. Очень прошу вас, не торопитесь. Пишите ваши истории внизу в комментариях. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!